Привет, друзья! Меня зовут Артемий Троицкий. Это «Живой уголок». «Живой уголок» летний, консервированный. То есть он выходит не в качестве стрима, не в качестве прямого эфира с диалогами, вопросами и так далее. А просто я вам сейчас расскажу кое-что про Андрея Вадимовича Макаревича. Я думаю, монолог этот мой будет в двух частях. Часть первая. Андрей Вадимович Макаревич вошел в мою жизнь где-то осенью 1972 года. Увидел я его на сейшене в экономико-статистическом институте, где он играл на бас-гитаре в составе рок-группы, естественно, подпольной, под названием, по-моему, она называлась «Лучшие годы». «Лучшие годы», хотя к тому времени у Макаревича уже была и группа «Машина времени» тоже. В этих самых лучших годах, даже не помню, у них там был такой очень фактурный певец, пел примерно как Том Джонс, забыл, к сожалению, уже его имя. Там Макаревич играл на бас-гитаре, как-то не странно. Но он мне понравился с первого взгляда, потому что, во-первых, у него была такая прическа очень заметная, как у Анжелы Дэвис, то есть огромная такая темная кучерявая шевелюра. Во-вторых, одет он был хорошо, на нем была такая многоцветная рубашка и замшевые высокие ботинки модели Playboy, которые мне очень нравились. У меня были точно такие же замшевые ботинки. В общем, я оценил манеру Макаревича одеваться. Как он там играл на бас-гитаре, мне трудно сказать. Я думаю, что нормально, потому что иначе бы его в лучшие годы не пригласили. А потом, естественно, я попал и на концерты «Машины времени» вскоре. Потом я начал вести дискотеку в кафе Б4 «Набла» на физфаке МГУ. И там нам с моим другом и партнером, вторым диджеем Сашей Костенко, нужна была аппаратура. И вот эту аппаратуру мы одалживали у разных рок-групп, в том числе у группы «Машины времени». Таким образом, мы с Макаревичем вступили даже в некоторые деловые отношения. А потом мы пересеклись еще и по личной линии, поскольку ухаживали мы с ним параллельно и одновременно за двумя родными сестрами. Макаревич ухаживал за старшей сестрой Леной Лазаревской, я ухаживал за младшей сестрой Мариной Лазаревской. Они были такие яркие, такие хипушки. Лена была посветлее, такая похожа на какую-то такую европейскую девушку. Да, они, кстати, естественно, как это было модно в те годы, они все говорили, что они польки на самом деле. То есть быть простой русской девушкой или там украинской считалось не особо почетным, а сказать «я полька», это было круто. Причем моя Лазаревская, которая Марина, она еще и одевалась, подражая Марыле Радович. Тогда была очень популярная такая польская певица по имени Марыля Радович. У нее был суперхит даже в Советском Союзе «Колоровые ярмарки». Эта Марыля, она одевалась там во всякие длинные шелковые балахоны, там бусы и так далее. Такая очень хиповая у нее была манера одеваться, какие-то платки. И, значит, моя Лазаревская тоже примерно в том же духе принаряжалась. Как-то мы так с Макаревичем, в общем, познакомились, сблизились и так далее. К музыке и песням «Машины времени» у меня было отношение всегда двоякое. Потому что, с одной стороны, они мне нравились, скажем так, как поп-музыка, потому что я вообще считаю Макаревича и Кутикова очень хорошими поп-композиторами. Они сочинили энное количество прекрасных мелодий, не только песня «Вот новый поворот» или там «За тех, кто в море». Это уж совсем такие разухабистые кабацкие. Но у них было очень много красивейших мелодий и помимо этих суперхитовых песен. Как поп-группу я «Машину времени», в общем-то, всегда ставил высоко и постоянно во всяких интервью и даже книгах и так далее я говорил, что если уж и давать такую кличку «русские Битлз», на самом деле стопроцентных русских Битлз, конечно, не было, но ближе всего к понятию «русские Битлз»
подходила «Машина времени». Именно по своему стилю, по своей достаточно изысканной и такой запечатляющейся мелодике, да и вообще потому, что они сыграли огромную роль в становлении рок-музыки в нашей стране, роль, в общем-то, вполне сравнимую, если не превосходящую даже ту роль, которую сыграли Битлз, скажем, для английской музыки. Так что, с одной стороны, нравилось мне это, с другой стороны, конечно же, я никогда не был большим фанатиком музыки «Машины времени», потому что музыка у них, в общем-то, была абсолютно мейнстримовская. С одной стороны, влияние Битлз, с другой стороны, тогда, в середине 70-х, был очень моден хард-рок, так что было влияние Deep Purple, Led Zeppelin там, и так далее. И для меня, любителя там всяческой музыкальной эзотерики, психоделики, чуть позже уже там пошли всякие панк-рок, новая волна и так далее, которые Макаревич категорически не воспринял. В общем-то, для меня «Машина времени», конечно, была группой такой довольно старомодной. При этом мне очень нравились тексты их песен. Да, кстати, по поводу Битлз еще хочу сказать, что мне Макаревич рассказывал, что вообще для него вся рок-музыка началась именно с Битлз. Папа, который был виднейшим советским архитектором, был выездной. Выездными назывались люди, которых выпускали за границу, причем даже иногда в капиталистические страны. Так вот, он из какой-то капиталистической страны привез сыну Андрею подарок, альбом Beatles «A Hard Day's Night». И, собственно, вот эта вот пластинка, альбом Beatles 1964 года, она и изменила жизнь Андрея Вадимовича. Вот. Правда, группу, по-моему, он мне рассказывал, они в школе создали какую-то группу, где пели какие-то там чуть ли не английские народные песни, а потом это все как-то постепенно перешло на вот эти бигбитовые рок-н-ролльные рельсы. Что мне у Макаревича нравилось, так это тексты. Тексты у него очень сильно отличались от того, что тогда пробовали наши группы. То есть все эти группы, будь то Градский, Стас Намин, там довольно многие другие, во-первых, они в основном пели просто кавер-версии английских песен, а если они что-то пели по-русски, то они, как правило, брали стихи каких-то известных поэтов, там, будь то Маршак или Вознесенский, там, или кто угодно, или что-то такое сочиняли, там, типа «Звездочка моя ясная», или там что-то там «Перекати поле, где же моя воля». В общем, это было неинтересно. «Машина времени» пели песни «Сегодня битва с дураками» или там «Все они марионетки в ловких и натруженных руках» или «У вас сегодня день рождения, кто-то там, значит, ухлёстывает за девушкой». В общем, какие-то там сценки из жизни и так далее. В общем, мне это нравилось. Тексты мне нравились, и надо сказать, что на протяжении, можно сказать, всех 70-х годов Макаревич вообще был единственным, кто писал какие-то осмысленные и что-то значащие тексты. Единственный из наших рокеров. Я написал первую статью, сделал первую публикацию, точнее, о «Машине времени». Это я написал статейку в газету «Московский комсомолец». Она вышла в 1976 году. Какие еще у меня есть заслуги перед «Машиной времени»? Да, «Машины времени» были очень популярны в Ленинграде. То есть, в принципе, поскольку вся эта наша рок-сцена, она была подпольной, то было совершенно неизвестно, что происходит в соседних местах, в соседних городах. Первыми эту, значит, междугороднюю брешь пробила именно «Машина времени», которые каким-то образом, я к этому не имею отношения точно, оказались в Питере, стали там очень популярны, их стали туда приглашать на концерты. Они, в свою очередь, вывезли из Питера в Москву замечательную группу «Мифы» Юрия Ильченко. Ильченко даже одно время играл в «Машине времени». Но вот кроме Москвы и Питера больше ничего не было. Потом еще возник город Таллин, куда в середине 70-х годов, тоже в Таллине, тогда был единственный регулярный рок-фестиваль в Советском Союзе, в Таллинском политехническом институте Олови Пихломяги устраивал этот фестиваль, и там тоже выступали и «Машина времени», и «Аквариум». Я, кстати, не исключаю, что именно там они и познакомились. Но я вывез впервые
машину времени в глубинную Россию, а именно в город Свердловск на Урале. Это был тоже фестиваль под названием «Весна УПИ». УПИ – это Уральский политехнический институт, где, кстати, Ельцин учился. И это был то ли 87-й, то ли 88-й год, точно не помню. «Машина времени» имела там бешеный успех, гипераншлаг, толпы и так далее. Что меня больше всего поразило, и, по-моему, и Макаревича это тоже сильно удивило, то, что весь зал пел песни «Машины времени» хором вместе с группой. Почему это было удивительно? По той простой причине, что у «Машины времени» не было ни радиоэфиров, о телеэфирах я и не говорю, ни пластинок, ничего. То есть вся молодежь города Свердловска знала наизусть песни «Машины времени» благодаря, по всей видимости, подпольным каким-то домашним магнитофонным записям. Вот я тогда впервые столкнулся с этим феноменом, то есть это еще было до первого появления так называемого магнит-издата, уже Тропиловского, аквариумовского, киношного и так далее, в 80-е годы. В конце 70-х годов в судьбе Макаревича и «Машины времени» настали большие перемены, потому что они были на самом деле фантастически уже популярны на подпольном уровне, и поэтому, в общем-то, решили некоторые чуткие и неглупые люди из числа воротил советского шоу-бизнеса, в общем-то, как бы это монетизировать. И пригласили их в Росконцерт, Московскую областную филармонию, и там они стали выступать. Естественно, это было сопряжено с определенными компромиссами, то есть там худсоветы, песни советских композиторов и прочее, и прочее. Но, тем не менее, на качество музыки в худшую сторону это не влияло. Так, в 1978 году я пригласил «Машину времени» на рок-фестиваль в Черноголовке под Москвой. Они там заняли первое место вместе с эстонским магнетик-бендом и литовцем Виргисом Стакеносом. В конце 1979 года я пригласил «Машину времени» на рок-фестиваль знаменитый, легендарный в Тбилиси. «Весенние ритмы Тбилиси-80». Там «Машина времени» тоже заняла первое место вместе с магнетик-бендом, а Виргиса Стакеноса там не было. В общем, короче говоря, началась у Макаревича профессиональная жизнь, и тогда же примерно одновременно я познакомился с Гребенщиковым и группой «Аквариум». И они перешибли у меня как бы интерес к «Машине времени». Стал я всячески проталкивать, в том числе и в Тбилиси и так далее. Сначала «Аквариум», потом «Майка», «Цоя» с кино и так далее. На что Макаревич, судя по всему, немного обиделся. В частности, написал песню «Барьер», где есть такие строки: «Тебя всегда манил запрет, ты шел как бык на красный свет». В качестве морали там были другие строки, что типа: «А если все открыть пути, то куда идти и с кем идти, ты уже не знаешь, потому что тебя только вот этот самый запрет, эта красная тряпка, тебя вдохновляет». Это он про меня написал. И, в общем-то, это было совершенно справедливо, надо сказать. Я, на самом деле, любил всякие приключения. Запрет меня как-то, запретный плод, Forbidden Fruit, меня действительно манил. Тем не менее, в общем-то, какие-то человеческие дружеские отношения у меня с Андреем Вадимовичем продолжались. Помню, мы с ним какие-то сюрные, у меня есть воспоминания, типа как мы с Вадимовичем поехали в город Ленинград, где у него были знакомые фарцовщики, поехали закупать у них шматье. Помню, Макаревич там затарился такой классной такой дутой, модной какой-то американской курткой. Что я купил, не помню. Может быть, джинсовый комбинезон, может, там еще что-нибудь. Андрею Вадимовичу всего наилучшего. Вам тоже. Пока.